артиллерийские снаряды.
еще повоюем. Стоимость билетов на наше представление только что выросла вдвое. Сколько здесь сполохов!
Ты же понимаешь, что все мы забрать в жилу не сможем, да? Не нужно бояться великих свершений. Все хорошо? Более чем. Это... Ты... Это победа! Ха-ха-ха-ха! Все всполохи мира теперь наши! Благодаря тебе! Это... очень трогательно. Но, может, мы уже... того? Заберем все, что сможем, и свалим, пока не явилось еще какое-нибудь чудище? Нет, не спеши, щитовод. Победами наслаждаются. А вот нашу подругу задерживать не стоит. Внизу ее ждут великие дела. Я ведь прав? Да, конечно. Мы можем помочь. Я и сама справлюсь. Как скажешь. Мы начнем поднимать всполохи наверх. Если что, кричи. Хорошо. Посейдон должен быть где-то за этой дверью. Нужно приступить. Возьму с собой. Посейдон должен прятаться в каком-то процессоре. Надо найти консоль и получить доступ. Вот. Та консоль мне подойдет. Я верну тебя домой, Посейдон. Гея. К матери. Все воды текут к ней. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции Посейдон. Отлично. Теперь верну его Гее. Перезагрузка системы. Похоже, извлечение Посейдона перезапустило энергосистемы города. Морланд с командой, наверное, уже наверху. А с ними неподъемная куча всполохов.
бы отряхнуться. Положу в подсумок. Если выстрелить сюда, будет облако спор, в котором можно спрятаться.
Похоже, это подъемник, что я находила. Может, лучше проехаться на нем, чем карабкаться наверх. Похоже, она как-то вклю... О, вот о таком всегда и мечтал, дедуля. Там еще. Воплотив мечты, герой почтил память дедули и узрел море пустынных огней. Его глаза блестели. Когда я в детстве видел всполохи, я и мечтать не мог о чем-то подобном. Спасибо, Элой. А ты нашла, что искала? Нашла. И теперь мне пора в путь. Да. Возвращайся, как сможешь. У меня большие планы. Я думала, ты устроишь представление со всполохами в жиле. О, нет. Вот представление. Только представь себе. Люди из всех земель приходят, чтобы увидеть все это. Еще и еда, и хороший ночлег. Разнообразные выступления артистов. И еще. Азартные игры. Вот на них-то мы заработаем. Новая мечта, да? Я надеюсь, она сбудется. Прощайте, господа. Этот поход величайший навеки, благодаря тебе. Если Морланд и его ребята останутся здесь, можно будет потом их навестить. А сейчас надо вернуть Посейдона Гея. Но сперва стоит осмотреть все эти древние руины. А с новой подводной маской я могу нырять на большую глубину. У меня как раз были дела под водой. Главное, снаряжение не отсырело. Приветствую, защитница. Присаживайся. Говорят, мятежники хотят твоей смерти. Но я знаю кое-кого, кто может научить тебя их технике боя. Его зовут Лерокки.
Он тренирует солдат у палящего копья, к западу отсюда. Вряд ли он откажется обучать защитницу. Может, я и зайду к нему, если буду там. Не дай здешним красотам обмануть тебя. Не упускай возможность поторговать. Это потому, что они не были космонавтами. Как есть. Приветствую, Лой. Вижу, Посейдон уже у тебя. Элой, ты можешь спуститься? Бета хочет тебе кое-что сказать. Ладно. Я сейчас. Элой, я получила доступ в новые помещения комплекса. Ясно. Привет, Гея. Опять я. С возвращением, Элой. О чем поговорим? Что можешь рассказать о Диметре? Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Значит, если ее вернуть, можно будет справиться с порчей? Постоянное решение проблемы потребует способности Гефеста. Но с Диметрой я смогу на время улучшить ситуацию. Однако, не забывай. Как и эфир с Посейдоном, Диметра ответила на мой запрос нестандартно. Она одинока и напугана, а потому может предпринять меры по укреплению безопасности. Ясно. Я буду начеку. Пропавшие вспомогательные функции. Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными. Илифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей. Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года по приказу Теда Фару. Опять Фара. Ненавижу этого гада. Можно понять. Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным. Все 3 пропавшие функции уже завершили свою работу. Либо им помешали. Они еще нужны? Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности и ускорит работу алгоритмов в целом. К сожалению, раз они находятся в распоряжении дальнего зенита, получить их пока не представляется возможным. Чтобы забрать их, нам придется захватить базу Зенита. Но для этого нам нужен Гефест и его боевые машины. Верно. Ты применила способности Посейдона? Да. Большинство рек, ручьев и озер в этой местности очищены от загрязнения. В итоге, количество красных водорослей значительно снизилось. Однако, согласно моим данным, возле побережья все еще располагается самая большая колония красных водорослей.
Может, попробую с ней разобраться. Когда Гефест будет поглощен, ты получишь достаточно мощности для массового производства машин в котлах? Да. И для программирования их алгоритмов поведения, и даже для прямого управления. И ты сможешь построить армию машин? Напасть на Зенит и победить их? Моя основная задача — защитить жизнь на Земле. В первую очередь человечество. Поэтому да, как только я получу силы Гефеста, я смогу спроектировать, построить и возглавить такую армию. Учитывая действия дальнего зенита, у меня не будет другого выбора. Но я должна признать, что опасаюсь применять такие технологии для убийства, каким бы агрессивным ни был враг. Хорошо. Значит, у тебя есть совесть? Как и хотела Элизабет. Именно. Ты сказала, что эти страшные бури закончились. Это работа эфира? Да. Благодаря возможностям эфира мне удалось на время стабилизировать погодные условия в регионе. Это здорово. Теперь больше не придется пробиваться через эти бури. Я буду поддерживать состояние атмосферы так долго, как смогу. Значит, Посейдон последние 20 лет прятался в Лас-Вегасе? Я нашла данные, что в городе была продвинутая система водоснабжения. Поэтому Посейдон ушел туда. Вероятно. Посейдон пытался защитить себя и нашел убежище с постоянным доступом к системе водоснабжения. Там, находясь под землей и под защитным куполом, он мог противостоять любым угрозам. Ты про 3 артистов Азерам? Подозреваю, что это был не первый раз, когда он прогонял визитеров. Что можешь рассказать о Диметре? Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Значит, если ее вернуть, можно будет справиться с порчей? Постоянное решение проблемы потребует способности Гефеста. Но с Диметрой я смогу на время улучшить ситуацию. Однако, не забывай. Как и эфир с Посейдоном, Диметра ответила на мой запрос нестандартно. Она одинока и напугана, а потому может... Ясно. Я буду... Почему эфир выбрал древний военный музей? Как и другим вспомогательным функциям, эфиру требовалось найти процессор достаточной мощности и объемов. И судя по длительной работоспособности голограмм, музейный компьютер подходил для этой задачи по всем параметрам. Значит, эфир посчитал его надежным пристанищем. Верно. Впрочем, любопытно, что он выбрал место, окруженное обломками воздушных судов. Может, там он был как дома. Бета считает, терраформирование нужно зенитам, чтобы вычистить Землю и создать мир заново, по своему вкусу. Это подтверждает нашу гипотезу. Но зачем? Со своими технологиями они могли бы перебить все племена в 2 счета. Это те же люди, что покинули Землю 1000 лет назад. Почему они хотят изменить биосферу? Вероятно, в колонии на Сириусе они привыкли к другим условиям жизни. Возможно, они пытаются воссоздать их здесь. Превратить Землю в новый Сириус. В новую песочницу для игр. Так, значит, зениты — те же люди, что улетели с Земли. Бессмертные люди. Как у них это получилось?
В наших данных о Дальнем Зените сказано, что ведущие генетики и инженеры получили места на борту Одиссеи в обмен на свои знания. И у них было достаточно времени и ресурсов, чтобы решить любую задачу. Как у Минервы, которая смогла подобрать коды отключения чумы Фару. Именно. Все эти зениты. Джерард, Эрик, Тильда и Вербена. Бета сказала, они были среди самых влиятельных людей Земли. Тебе о них что-нибудь известно? К сожалению, нет. Моя личная база данных ограничена сотрудниками Нового Рассвета. К тому же, Дальний Зенит скрывал данные о своем составе. Известен был лишь один – Освальд Дальгард. Да. Тот оратор из старой исследовательской лаборатории. Из вашего с Бетой опыта мы можем заключить, что зениты не погнушаются ничем на пути к цели. Чтобы спасти жизнь на Земле, их нужно остановить. Сигнал истребления не просто пробудил Аида. Он разделил все вспомогательные функции. Зачем? Я и сама хотела бы знать. На данный момент я считаю, что целью был Аид, а остальные функции получили независимость случайно. Раз сигнал был точным, значит, его создатель хорошо знал систему. Откуда эти знания у Зенита? Согласно записям Визора, у Дальнего Зенита был информатор среди разработчиков Нового Рассвета. Хэнк Шо. Он должен был похитить копию всей системы для Зенита, но Элизабет и Трэвис Тейт раскрыли его. Да. Скорее всего, ему все же удалось передать Дальнему Зениту знания о системе после провала. Учитывая то, что сказала Бета, похоже, что технологии зенитов мощнее наших во всех проявлениях, да? Да. Как показало твое столкновение с ними, они обширно задействуют роботов-помощников. Также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера, который оберегает их. Они казались непробиваемыми, но оружие мятежников все же прошло сквозь щиты. История говорит, что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующей. Пусть у нас пока нет подходящего оружия, но если бы я получила Гефеста и применила его силы для создания армии боевых машин, никакие щиты не смогли бы выдержать такую атаку. Так надежда есть? Всегда. В общем, думаю, Бета остается. Я дала ей визор. Сказала ей предложить тебе помощь. Она совсем другая. А какой ты ее представляла? Я не знаю. Более готовый помочь, что ли. И не такой пессимисткой. Она правда переоценила наши успехи. Однако не стоит забывать о том, что именно уверенность в тебе вдохновила ее на побег от зенитов. Пожалуй. Дай ей время. Она еще не пришла в себя. Как дела у Катала? Потеря руки все еще причиняет ему сильную боль. Чтобы помочь ему, я обсудила с ним решение проблемы. Думаю, он посвятит тебя во все детали. Решение? Тогда я поговорю с ним. Как тут обстоят дела? Зо изучила строение духов Земли Утару, чтобы понять природу их болезни. Без способностей Гефеста я, к сожалению, не могу скорректировать их программы. Однако, благодаря упорству Зо, мы нашли возможный выход. Да, она рассказала. Звучит неплохо.
Варл и Зо проводят вместе много времени. Это так. Изучая древние данные, Зо нашла информацию о типе диеты, известном как вегетарианство. Она нашла в нем сходство с принципами Утару и предложила Варлу опробовать эту диету. И что в итоге? Они не пришли к единой точке зрения. Как тут поживает Эрент? Он значительно повысил навыки пользования визором после случившегося. А что случилось? Увы, свой первый визор он разбил, когда пытался закрепить его на виске. Помимо множества обычных ругательств Азерам, он также обвинил прибор в излишней тонкости. Он многократно заверил меня, что больше этого не повторится. Да уж, хорошо, что у нас есть запасные. Что ж, теперь рядом с тобой живут люди. Они изучают тебя, древний мир. Все почти так, как планировалось. До уничтожения Аполлона. Да. Пусть потеря базы данных Аполлона невосполнима, но в найденной тобой информации много полезных фрагментов. К примеру, Варл решил изучить последние записи людей, погибших во время чумы Фару. Их предсмертные слова сильно омрачили его. Стоит за него беспокоиться? Думаю, нет. Я предпочла не вмешиваться, чтобы он смог сам все обдумать и прочувствовать. И сколько у нас осталось? На текущий момент без улучшения ситуации разрушение биосферы станет необратимым примерно через 4 месяца. А если я найду Эфира, Диметру и Посейдона и объединю вас? Мы получим лишь еще несколько месяцев. Ну, каждый день на счету. Увидимся, Гея. До встречи, Элой.